Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня собрала джинсовые обрезки. И это в основном треугольники, обрезки с острыми углами, но и другие нам тоже понадобятся. В качестве основы будет ненужная ткань. На нее накладываю клеевой флизелин, но это может быть любая другая клеевая ткань или клеевая паутинка. У меня состоит из кусочков. И на этот дуэт я буду выкладывать треугольнички. Наверное, не совсем интересно наблюдать, как раскладываются однообразные треугольники. Скажу лишь, что когда соседствуют контрастные цвета, когда треугольники выделяются, это выглядит интереснее. Под низ я могу подкладывать, не обязательно треугольник, но так, чтобы вот эти острые уголки, они все-таки выделялись. Например, сюда можно подложить вот такую светлую ткань, и это не треугольник, вы видите. Таким образом мы будем работать со всей поверхностью. И вот так под уголочки подкладываем контрастный фон. И вот почти готовая раскладка. И согласитесь, что это выглядит как осколки льда. И после того, как я все это уже заполнить, мне осталось немного. Когда я все это заполню, я горячим утюгом приклею к основе вот эти лоскутики. Да, девочки, за прошлое видео я отхватила, что называется, по полной программе. Не получается у меня спокойно относиться к откровенно хамским комментариям. Я целую неделю не хотела ничего снимать. Удалила с десяток комментариев, пошлые и злобные, особенно на военную тему. А что касается цены на исходный материал, что же, эти комментарии я оставила. Хочется высказаться. Пожалуйста, дискутируйте. И все равно мы готовимся к Новому году, и я вам показываю простеганное полотно. Сначала я стегала квадратиками со сторонами 2 на 2, а затем по диагонали. И получилась вот такая сетка. Она позволяет удерживать вот эти уголочки, то есть не выпадать, чтобы при стирке все это держалось хорошо. Перед стежкой я снизу подложила еще одну белую ткань, и вот посмотрите, как красиво стежка выглядит с нижней стороны. Выравнивать края буду позже. Сначала я пришью новогоднюю аппликацию. Можно, не заморачиваясь, пришить вот такие примитивные елочку снеговика. Но мне захотелось немного озадачиться. Я вырезала вот такие шаблоны из бумаги. И это будет сложнее, но интереснее. Эти шаблоны я очертила на кусочки ткани. Очерчивала исчезающей ручкой. Кстати, в комментариях мне подсказали, что эти ручки проявляются на холоде. Я положила на несколько минут образец в морозильник, и линии действительно проявились. Поэтому при работе с такой ручкой это свойство надо учитывать. А теперь эти нарисованные детали я размещу на полотне и сделаю отстрочку на машинке свободно ходовой строчкой. Так, и вот отстроченные картинки. Отшивала я в 2-3 строчки. Такая обработка предохранит срезы от осыпания. Обрезать буду маникюрными ножничками по контуру, и кое-где внутри. Делать я это буду за кадром. И вот я уже заканчиваю. Я думала, что это
займет много времени. На самом деле все это происходит быстро. Осталась одна последняя деталька. Остается выровнять полотно по сторонам и окантовать. Для окантовки вырезала бейку шириной 3,5 сантиметра. Ну вот я осноровила заготовку и начинаю пришивать бейку, накладывая на лицевую сторону и не от самого угла, а отступив от угла сантиметров 10. Вот таким образом. Бейку пришила и закончила оформление декоративной строчкой. Она и снизу хорошо смотрится. Эти срезы совсем не махрятся, так что у кого нет машинки с декоративной строчкой или со швом зигзаг, можно смело строчить прямой строчкой. Ну, согласитесь, что из бросовых лоскутов получилась вот такая очень симпатичная вещица. И куда это использовать? Можно использовать в качестве салфетки на стол. Неплохо будет смотреться и на стене. А если сюда добавить вот этого снеговика, можно как картинка повесить в детской комнате. А какие у вас варианты? Я надеюсь, вы со мной поделитесь. И если вам видео понравилось, если вам понравилась такая идея, поставьте лайки, подписывайтесь, если вы не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых работах. И я надеюсь, что с вами прощаюсь ненадолго. До скорой встречи!